Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. По болтушке перед бритьем. Первое, самое важное, я, наверное, хотел бы поздравить всю мусульманскую общину моего канала с великим мусульманским праздником Ураза-Байрам. Как вы знаете, если не знаете, так знаете, половина моей семьи это мусульмане, башкирские татары. У нас с Лариской на 4 родителей осталась только одна мама. Башкирские татары с Уфы, ну не совсем с Уфы, там Дюртюли, река Белая. Поэтому сегодня такой праздник, что мусульмане не могут не праздновать, это великий праздник. Так вот, Лариса подошла и сказала, говорит, у тебя есть мусульмане на канале? Я говорю, ну наверняка есть. Говорит, поздравь. Я говорю, ну так, обязательно. Подошел к маме и говорю, мам, а как по-татарски вот там Ураза-Байрам, как вы поздравляете друг друга? Она сказала. Только я не запомнил нифига, она так длинно сказала, а в конце ае. Я говорю, ну ае, что еще скажешь? Это как, знаете, как да, ну утвердительное, вопросительное, это по-всякому может быть. Это татарское слово я уже выучил. Поэтому, ребята, не будет татарского поздравления, будет наше русское. На русском языке я вас поздравляю, потому что те люди, которым это предназначено, наверняка русские также знают. Так что с праздником вас, Ураза-Байрам. Пускай у вас на сердце всегда будет легко, в душе чисто. Родные, близкие не болеют, дом полная чаша, ну и друзья. Самое главное, чтобы друзья еще были. Ну а то все не очень хорошее, грязное, что иногда случается в жизни. Пускай она обтекает не только вас, но и ваш дом, как вода обтекает масло, и не прикасается к вам ни при каких условиях. С праздником вас, дорогие друзья! С официальной частью закончили, теперь неофициальная. Ребята, очень понравился ваш отклик на 2 предыдущих видео. Первое, которое это о лезвиях, а второе это СССРское бритье. О лезвиях. Благодаря Ивану Черкову я дополнил материал, потому что он оказался самым глазастым. Сказал, Вадим, ты там целый ряд пропустил. Вань, восполняю. Игорь Черков, прошу прощения. Иван Мруц нам помог идентифицировать станок. 3-й по счету с белой ручкой, он назвал его «Юность». Прислал не только фото, но и паспорт. Ну, в смысле, фото паспорта. Так что мы теперь знаем, как этот станок называется. Вы смотрите видеоматериал, ну а потом продолжим. Сразу 2 человека, Михаил Кураков и Александр Тукбаев, наши подписчики, вышли и сказали, Вадим, ты неправильно произносишь слово «сарапул», потому что правильно будет «сар-апул». И, насколько я помню, даже там ребята еще переводили что-то «желтая река» или «желтая рыба», ну что-то вот типа такого. Название имеет корни происхождения от тюркских слов, что-то типа этого. Ну а что касается самого станка, Александр Тернавский вышел и сказал, ребята, вам подсунули не то. Александр провел анализ, и по большинству фотографий, которые он увидел при наборе «Сарапул 200 лет», высвечивал совсем другой станок, нежели этот. Какой-то другой. Отсюда он сделал заключение, что в эту коробочку попало что-то другое. Что это другое? Это уже другой вопрос. Но если это не сар-апул, то, ребята, единственное, что может помочь идентифицировать вот этого красавца, это вот эта вот блямбочка. Тут как бы, знаете, 3 галочки вот так вот стоит. Что это такие? То я не wiem. Вообще, даже без идей. Ну вот как бреет, так бреет. В принципе, достаточно среднеагрессивный станок, нормальный, хороший, хоть и не сар-апул. Кедр, да, это вполне себе советский станок. Начало года выпуска этого станка я так и не смог определить. Но на совковый вариант он вполне себе тянет. И вот следующее бритье как раз с ним и будет. Благодаря Ивану Мруце я смогу вам сказать, что это за станок. Вот этого красавца он определил как станок «Юность». И даже прислал фотографии, и даже прислал паспорт на этого бродягу. Ну, с такими железными аргументами, которые Иван показал, ну, то есть, да, можно сказать, что это станок «Юность». Чего не скажешь об этом красавце. Так его никто и не признал, так его никто и не идентифицировал. Поэтому, что это за зверь, ребята, так нам до сих пор и неизвестно. Понятно, что это советский, тех времен, но каких-то тут таких ярко выраженных маркировок, вот смотрите, нет совершенно, которые могли бы подсказать, в какую сторону рыть и как идентифицировать этого красавца. Могу лишь повторить, что да, это штамповка,
Вот так, если пальцами будете крутить, конечно, вы ее скрутите, но так легко, как это я делал с китайскими образцами, у вас, конечно же, это не получится. Верхняя плита не похожа на сулумин, да и по весу, и по внешнему виду. Она хромированная, но что это, если это не силумин? Потому что на металл такой полноценный а-ля нержавейка это тоже не тянет. Вот это для меня загадка. Шпиньки для фиксации лезвия похожи на пулю от Жилета Теха, но менее короткие, конечно же. Вот, ребята, пожалуй, что и все, что можно показать, чтобы как-то хоть как-то идентифицировать этот станок. Но, судя по всему, ему это не светит. Это очередной ноунейм эпохи СССР. Те самые лезвия из третьего ряда, которые я профукал, как справедливо заметил Игорь Черков. Возможно, это и к лучшему, потому что плюс к той пачке шарка, что было выложено, я нашел еще одну. Чем же они отличаются? Сразу же видно по шарикам, которые здесь идут, одни красные, другие синие. А когда начнете читать, то выяснится, что те, которые с красными шариками, это Super Stainless Blade, а те, которые с синими, это Super Chrome Blade. Ну, покрытые хромом, судя по всему. Я брился этими лезвиями всего лишь единожды. Не помню уже, как давно это было, но я помню, что у меня достаточно неплохие впечатления от этих лезвий остались. И, честно сказать, они мне понравились. Я думаю, что это не мудрено, потому что, судя по тому, что вот здесь написано, ребята, кто хорошо историю лезвий знает, Lord, скорее всего, та же компания, что выпускает станок Lord, имеет какое-то отношение к выпуску этих лезвий. Пока у меня о них только хорошие впечатления. Если вдруг дотянетесь, ребята, я думаю, что можно брать. Тем более, что-то мне кажется, что они не очень-то дорогие. Seven O'Clock, жилетовские лезвия, которыми я тоже брился, по-моему, то ли один, то ли два раза. Почему-то у меня тоже о них хорошие впечатления. Насколько они хороши в реале, но это нужно будет еще раз проверять. Сейчас же у меня к ним такое отношение, как к лезвиям. Вот есть острые, среднеострые и мягкие. Так вот, между среднеострыми и мягкими почему-то вот я их хочу в эту нишу расположить, ближе к среднеострым. Вот что-то вот такое вот у меня они в голове сложилось и осталось. Super Stainless. Персона. Ну, таки за израильскую персону, что я вам могу сказать, вы сами все знаете. Да, великолепные, отличные лезвия. Если брать, допустим, их по остроте, то между среднеострыми и острыми я бы их, наверное, посерединке расположил. Вот так я к ним отношусь. Но необходимо учитывать, что кроме израильской персоны есть еще и американская. По остроте они примерно одинаковые, но все хором сошлись на том, что израильская персона, она чуть более агрессивная, а американская, она чуть более комфортная при одной и той же остроте. В общем и целом, конечно же, лезвия можно рекомендовать как одни из основных в наборе. Сейчас вот на этой позиции тут двое лезвий лежат, это Paul Silver и Спутник. Хочется, конечно, начать с наших, со спутников. Спутник это не единственная реинкарнация этих лезвий, есть еще и совсем молодая, где там, ну вот свежая буквально, где на маркировке уже нанесены надписи лазером. Я к ним очень хорошо отношусь. Вот после РПЛ, это, наверное, вот вторые российские лезвия, за которые я двумя руками и ногами, горой, потому что очень-очень большая палитра станков, которые выдерживают эти лезвия, и они очень хорошо помогают бриться. По остроте я бы их отнес, наверное, к среднеострым. Вот прям вот туда, вот в серединочку. Комфортное, очень замечательное соотношение. Эффективность, агрессия и комфорт. Вот в этом плане они мне чрезвычайно понравились. Впрочем, как и Paul Silver. Хотя это нифига уже не наши, это чьи-то буржуинские. Сейчас не могу сказать, чьи, ребята, кто знает, подскажите. Но Paul Silver, вот если брать, допустим, среднеострые и острые, я бы их даже, наверное, чуточку повыше поставил. Вот, допустим, там 10, 5 единица, я бы их где-то на шестерочку поставил, где-то вот так примерно. Тоже достаточно комфортно, информативно и прям, ну, мне нравится, реально нравится. А вот за эту парочку, которая здесь осталась, Лазер и Клауд. За Лазаре я вообще даже не знаю, что сказать. Я уж и не помню, брился я ими или не брился. Сейчас вот так я их воспринимаю, как китайские лезвия, по-моему. Хотя могу и ошибаться, конечно, иероглифов я здесь не вижу. Но внешне по оформлению я их чувствую как китайские.
И что о них сказать-то толком? Я, по-моему, даже и не брился. Если брился, то не больше одного раза, и в голове ничего такого не оставили. То есть вот ноль информации. Если кто-то брился лазером, ребята, ну поправьте, скажите, что они, как они вообще, что, почем, сколько. А что касается Cloud, по-английски это Cloud облако, по-моему, я их помню. Они, по-моему, приходили с китайскими станками, и у меня к ним точно такое же отношение, как к китайским или корейским. Вот, кстати, да, китайско-корейский вариант какой-то лезвия. Что они себя представляют, тоже не могу сказать. Надо пробовать, смотреть, и, в принципе, вот только после этого я смогу что-то о них сказать. Это тот самый третий ряд, который я пропустил в первоначальном обзоре. По прошлому видео, пожалуй, еще два дополнения. Первый — это Роберт Врона. Вышел, рассказал очень интересную историю по поводу ажена. То, что сейчас какой есть ажен, это совсем не тот, который был раньше. Оказывается, новая заря изменила рецептуру, понизила градус алкоголя, и пахнуть стал ажен несколько иначе. И, скажем так, если вы берете недорогую версию без коробки в районе 100 рублей и дорогую с коробкой в районе 250-270, он говорит, что это будут два, или не он, но там еще ребята вышли и сказали, что это будут два разных одеколона. Тот, который в коробке, вот ребятам понравился больше, потому что там больше лайма, меньше апельсина. Даже вот о таких нюансах ребята рассказали. Ну и последнее замечание, которое внес Дмитрий Борисов, он предложил следующее. Вадим говорит, да, лезвие дофига, но можно сделать проще. Возьми тот станок, который тебе нравится, который ты знаешь, вот, к примеру, старт 1.18, и на нем, говорит, раз в месяц потихоньку. Начни с самых редких, а потом так и пойдет, и хоть что-то да покажешь. Я согласен с Дмитрием, потому что предлагаю сделать так. Первое лезвие будет на нем РПЛ. РПЛ, потому что его легко достать, РПЛ знают многие, РПЛ мне нравится. И несмотря на то, что это агрессивный станок, я думаю, РПЛ в нем должно отыграть более чем. И вот как отправную точку, если на первом брите взять 1.18 с РПЛ, а потом уже ставить другие лезвия, вот исходя из этого и можно, наверное, будет составить какую-то картину о всех лезвиях. Хотя агрессивные головы а-ля R41 и 1.18, они все-таки для меня более всеядны, нежели средней агрессивности. Например, вот 89-ю голову, она для меня среднеагрессивная. Я не могу поставить средний острый лезвие. У меня будет попандос полный. Я могу бриться этим станком только с мягкими лезвиями. А в 41-й 1.18 другая картина. Можно ставить что хочешь. И будешь бриться с разной эффективностью, но всегда бестравматично. Вот это вот мне, собственно, и нравится. Наверное, так и поступим. На этом официальная часть заканчивается. Ну и пошли потихонечку бриться. Догоняйте.